Институт изучения цвета Pantone назвал главный цвет будущего года. Им стал Peach Fuzz, в переводе «персиковый пух». По данным института, нежный и заботливый персиковый оттенок служит напоминанием о том, что в нашем неспокойном мире нужно замедлиться и позаботиться о себе и друг о друге. С вами Нехта. Все самое важное и интересное на этот час. Белоруса задержали за подрыв поездов в тоннеле БАМа. ФСБ утверждает, что его подговорила СБУ. Цахал окружил дом главаря ХАМАС, однако поймать его на месте не удалось. Вчера вечером я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в секторе Газа. Теперь они окружили дом Синвара. У детей российского олигарха нашли гражданство Литвы. Проверять на подсанкционность станут всех новоиспеченных граждан. Я поручила Департаменту миграции пересмотреть список лиц, находящихся под санкциями. Доброе утро, дорогие зрители! Не проходите мимо. Если вы нас смотрите сейчас, поставьте лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны, и это очень поможет продвижению наших роликов. Ну а мы врываемся в новости. Взрыв произошел на полигоне под Рязанью. Во время занятий по огнестрельной подготовке якобы самопроизвольно сработало взрывное устройство. По предварительным данным, один росгвардеец погиб, 2 получили ранения. Других подробностей правоохранители не сообщают. В Следственное управление СК России по Рязанской области поступила информация о происшествии во время стрельб на полигоне в селе Дубровичи Рязанского района, в результате которого один сотрудник регионального управления Росгвардии погиб, 2 получили ранения. Следователи и криминалисты Следственного управления выехали на место происшествия для производства неотложных процессуальных действий. Беларусь действовал по заданию СБУ, чтобы взорвать поезда на БАМе. ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого. По версии российской спецслужбы, подрывником оказался 42-летний белорус. Он якобы подложил взрывчатку и якобы получал указания от живущего в Литве соотечественника, ну а тот от СБУ. Напомню, 2 взрыва прозвучали в тоннеле в ночь на 30 ноября и 1 декабря. Были повреждены 3 вагона цистерны, один из них выгорел полностью, это по официальным данным. Движение по Северомуйскому тоннелю было заблокировано. Товарищ мне написал в Телеграме, поинтересовался, как часто я езжу в Россию. Ну, вернее, езжу ли я в Россию и когда поеду в следующий раз. Я предложил завести посылку. Ну, естественно, за вознаграждение. Как бы я с человеком был знаком несколько лет, и он, внушал доверие. Да, потом возникли вопросы. Я начал задавать, что, чего и почему. И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на Амурском, на БАМе. Власти РФ вербуют на войну в Украине мигрантов, которые пытаются попасть из России в Финляндию. Все они иностранцы с просроченными российскими визами, пишет BBC. В середине ноября полиция начала массово задерживать тех, кто нарушил миграционное законодательство. Это удивительно совпало с закрытием погранпереходов на юго-востоке Финляндии. Правозащитники рассказали журналистам о нескольких случаях вербовки на войну беженцев из Ирака и Сомали. По их данным, российские власти смогли завербовать десятки иностранцев. Вербовка иностранцев на войну с Украиной не новость. Первые недели после российского вторжения поступали сообщения о поиске наемников среди пророссийских вооруженных формирований в Сирии. Затем настала очередь трудовых мигрантов из стран СНГ. Эти попытки затмила масштабная рекрутинговая кампания в тюрьмах, которую вел Евгений Пригожин. Но от иностранцев, приглашенных за деньги или попавших в сети российского правосудия, не отказались. Данные об этом поступают от властей Украины, которые фиксируют гибель и пленение иностранцев на поле боя. В последних сводках такого рода фигурировали выходцы из Непала, Ирака, Замбии, Эстонии, Таджикистана и Сомали. Израильские власти приняли решение минимально увеличить лимит на количество топлива, которое пропускают на юг Газы. Мотивируют это необходимостью не допускать эпидемий. Гуманитарные организации говорят, что топлива все равно не хватает. К тому же прием гуманитарных грузов на южной границе затрудняется и нехваткой сотрудников. Самые ожесточенные бои продолжаются в Хан-Юнисе на юге анклава. Накануне израильские войска окружили дом главного лидера ХАМАС. Однако самого боевика так и не нашли.
Вчера вечером я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в секторе Газа. Теперь они окружили дом Синвара. Так что его дом не крепость, а он может сбежать. Но это лишь вопрос времени, когда мы доберемся до него. И еще кое-что. Мы давим, чтобы Красный Крест разрешил нам посещать заложников. И после этого я еще раз обсудил это с президентом Красного Креста и посоветовал ей обратиться к Катару, который доказал, что имеет рычаги влияния на Хамас, и потребовать посещения Красного Креста наших заложников, а также для них лекарств. К Путину приехал президент Ирана Эбрахим Раиси. Отношения двух изгоев стремительно развиваются, сообщил Путин. Товарооборот с Ираном вырос до 5 миллиардов долларов только за прошлый год на 20%. Страны активно сотрудничают в области вооружений. Особенно Иран – постоянный поставщик беспилотников. США таким сотрудничеством обеспокоены. Мы продолжаем следить за развитием отношений в области обороны между Ираном и Россией. Это вызывает беспокойство, потому что Иран продолжает поставлять беспилотники господину Путину, который использует их для атак на энергетическую инфраструктуру и убийства невинных украинцев. И что иранцы ожидают взамен? Это определенную оборону и промышленную поддержку. А Иран, который обладает более продвинутыми возможностями и может получить в свои руки российское оружие, это не тот Иран, который благоприятен для безопасности на Ближнем Востоке. Игорю Стрелкову, он же Гиркин, продлили содержание под стражей еще на полгода. Скоро его начнут судить. Мосгорсуд провел предварительное судебное заседание по уголовному делу. Стрелкова, напомню, обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности из-за постов в соцсетях. Сейчас он находится в СИЗО Лефортово. Процесс пройдет, скорее всего, в закрытом режиме. В ноябре Стрелков заявил о самовыдвижении себя в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года. Причем сейчас деньги на адвокатов преступнику собирают в Телеграме. При отсутствии каких-либо отрицательных характеристик, каких-либо сведений о том, что он может совершить какие-либо действия, направленные на препятствие осуществлению правосудия, давление на свидетелей, сокрытие от органов предварительного следствия и суда, но их в деле нету. То есть буквально час прокурор исследовал только положительные характеристики. И при всем при этом суд принял во внимание, что нужно послушаться доводов прокурора и продлить меру пресечения на 6 месяцев. Ну а к еще одному возможному конкуренту Путина на выборах, Навальному, 2 дня подряд не пускают адвоката. Соратники политика не знают, что с ним происходит. Об этом в соцсети X сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Тем временем, как его команда пытается хоть как-то повлиять на стартующую предвыборную кампанию. ФБК разместил в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске баннеры с QR-кодами. Они ведут на сайт компании «Россия без Путина», хотя надпись на них гласит «Россия с Новым годом». Хитрость власти довольно быстро заметили, баннеры провисели недолго и их начали снимать. Команда Навального призвала россиян прийти на выборы и проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Но рано сдаваться. Если ничего не делать, то точно никаких перемен не добиться. Ну, это факт. И, конечно, можно нас критиковать. Но важно не просто бесконечно обсуждать стратегии. Можно взять и делать. Выполнить свой гражданский минимум. Сагитировать 10 человек или даже больше против Путина. В том числе тем методом, которым вы сами захотите воспользоваться. Чтобы приблизить Россию без Путина. Скандал в Литве из-за отпрысков российского олигарха. Оказалось, что 2 детей Романа Абрамовича, 30-летний Аркадий и 30-летняя Анна, получили гражданство Литвы за 2 дня до нападения России на Украину. Удалось это благодаря тому, что дед и бабушка Абрамовича были родом из Литвы. Теперь комиссия будет проводить расследование и менять законы. Министр внутренних дел Агна Белотайте подчеркнула, что литовские паспорта не могут быть прикрытием для обхода санкций.
Я поручила Департаменту миграции пересмотреть список лиц, находящихся под санкциями, и подсчитать, сколько лиц, получивших литовское гражданство, находятся или имеют родственников в этом списке. Мы также инициировали поправки, чтобы в зависимости от ситуации с безопасностью этих лиц можно было лишить гражданства нашей страны. Существуют риски не только финансовых преступлений, но и любого влияния на нашу систему. Поскольку гражданин имеет много прав, и поскольку мы признаем, что Россия – это угроза, эти люди связаны не только с режимом, но и непосредственно с Путиным. Поэтому это очень серьезная проблема национальной безопасности. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если вы хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей. Слава Украине! Живи Беларусь!